Недовольство может усилиться, если, как у нас говорят, Акела промахнется. Это из Киплинга. Россия теряет, к примеру, Луганск, и линия фронта смещается к российским границам, и тут появляется некий полковник по имени граф Штауфенберг и условно кладет портфель с бомбой под ноги Путину. Идея покушения на Гитлера, я напомню, возникла только тогда, когда стало очевидно, что война проиграна и надо было спасать Германию от полного разгрома. Каковы риски Путина оказаться в положении фюрера? Я думаю, что вот именно информированная элита внутри силовиков, они понимают, что война проиграна, потому что война была оформлена доктринально как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, это какая-то вторая война, которая еще не проиграна до конца, но первая же проиграна, это точно. Вторая, шансы на ее выигрыш тоже не гарантированные. Мы видим очень такие прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, которые более достаточно информированы, но более свободно могут высказывать свое мнение. Даже если мы посмотрим то, что пишут телеграм-каналы наемников, другие, которые довольно информированы, потому что они участвуют в этой войне, они критикуют отсутствие стратегии, отсутствие тактических способностей у генералов, у генштаба. Уже мало говорит о том, что Гиркин пишет, военный преступник, который все-таки должен что-то понимать от военных действий, потому что руководил им в 2014 году. Поэтому элита силовиков, они понимают, что а, путей к выигрышу этой войны без мобилизации и без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Такой мобилизации из этого социального взрыва Путин формально не делает. И есть такой пессимизм среди этих силовиков. Как вообще выйти из этого? Поэтому я думаю, что вполне возможный такой сценарий. Конечно, этот сценарий может появиться из лева и справа, в смысле из той части силовиков, которые хотят, чтобы война была жестче, и чтобы не было никаких там этических препятствий от использования химического оружия, например, или ядерного оружия, а может быть из другого конца, который считает, ну, что хватит, мы уже пробовали один раз, лучше не тратить больше жизни солдатов и офицеров наших же. Так что с любой стороны может прийти это. И, конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какой-то из этих, ну, например, критических решений, например, применение ядерного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить к действию, отказывается выполнить. Вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид ответственности выполнит приказ царя, то все очень быстро пойдет вниз. Вы недавно заявили, что риск применения ядерного оружия снизился. Почему? Именно из-за этого, потому что чтобы Путин примет решение дать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ, потому что он понимает, что даже один отказ выполнит из этих 5 рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом для неподчинения и, возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до того, как он не уверен, что все выполнят, он не даст этот приказ. А почему он считает, или должен считать, что кто-то, может быть, не выполнит сейчас, это именно это ощущение внутри силовиков, что не все понятно. Будет ли Путин на власти через 3 месяца, для них непонятно. Поэтому они не могут принять гарантию с его стороны, что он обеспечит их безопасность. Самый протестный потенциал, он находится среди самых информированных силовиков. Это включает ну, можем его назвать интеллектуальную частью ГРУ, то есть люди, которые реально владеют полной информацией, не спецназовцев, а именно вот те, которые занимаются информацией. И также ФСБ, элита ФСБ, которая знает конкретное количество жертв среди войск российских, знает о том, как матери, жены, сестры этих погибших или пропавших российских войн, они не перестают задавать вопросы, они пишут ежедневно письма в военную прокуратуру, в ФСБ и просят ответов. Они знают, что эта ситуация когда-то, она выйдет из контроля. Поэтому вот те части силовиков, которые знают опасность для режима, и они сами готовят свое будущее сейчас. Некоторые из них ищут возможность вывести свои семьи из России, ну, все ищут возможности превратить накопленные деньги
коррупционные деньги в многих случаях, в доллары и в евро. Понимаете, это уже какое-то своего рода предательство среди этих людей, потому что они не следуют этих приказов, идеологических приказов с Кремля, а готовятся к альтернативной реальности. Он боится, что иначе не навсегда будет в этой кризисе. То он боится от того, что социальное напряжение, социальное требования молодой части населения, они угрожают режим, систему, которая он хочет, чтобы она осталась навсегда. Он понимает такие угрозы и должен найти повод, чтобы замкнуть общество еще больше. Была такая уверенность у них, что он начнет войну именно с такой целью, чтобы сделать навсегда свой режим, чтобы он остался. Правда, то, что сейчас происходит, это действует в обратную сторону, потому что я думаю, что он приближает конец его режима, но, скорее всего, он думал, что будет так, как ему казалось. В одном из интервью вы провели параллель с сюжетом из «Крестного отца», где Дон Корлеоне хотел, чтобы его сын Майкл Корлеоне не пошел по стопам мафии, а стал сенатором Корлеоне и вышел из тени криминального клана. Но не получилось. Такую же прозрачную судьбу якобы готовили чекисты своим детям, но Путин этой войной закрыл им путь в большую политику, так как окружение президента многие называют военными преступниками. И их детям будет сложнее отмываться от папиных грехов. Насколько этот конфликт между Путиным и влиятельными силовиками очевиден? И аналитически, и на основе данных этот конфликт есть. Насколько он реализуется в какой-то бунт, в какую-то мини-революцию, еще не могу сказать. Скорее всего, потому что те же самые люди, которые получали часть денег элиты, которые получали часть задач, как-то хранить эти деньги и за ними присматривать, они никогда не были суверенами своих действий, поэтому не знаю, как этого делать. Но конфликт, он очевиден, а, он предсказуемый, потому что эти люди же платят цену, которую никто им не сказал заранее, что они будут платить. Часть сделки, которая была с этой элитой, она включала именно такой баланс интересов. Вы можете там лететь, быть в Монако, встречаться и спонсировать вечеринки политических партий и вообще делать от себя каких-то белых и пушистых, но за это, конечно, есть границы, красные границы, которые вы не можете пересекать, и деньги, которые вы должны держать в общаге. Сейчас все это пропало. Что он может им еще дать, чтобы они остались лояльными? Ну, практически уже ничего. Нету ресурсов, которые можно перераспределить, нету возможности больше импортозамещения, которые можно им передать, нету Крыма, который раньше Крым был разделен между этими олигархами, чтобы как-то покрыть их затраты в 2014 году, а сейчас такого нет. Они же не выиграли ничего ценного в этой войне, не выиграют. Поэтому, опять, аналитически здесь можно ожидать все больше и больше кризисов в отношении Кремля и элитой. Что мы видим? Ну, видим опять много взломанной корреспонденции, которые хакеры с нами делятся. А сейчас очень много таких взломанных корреспонденций, и там видим реально прямые описания вот такого недовольства, какое-то саркастическое отношение к войне и неожидание никаких позитивов для России. В некоторых случаях очень жесткие критики по отношению к решению пойти на войну. Так что здесь, скорее всего, вопрос не в том, есть ли такой конфликт, а реализуется ли он в какое-то действие этой элиты против Кремля.